Ох, какие крутые перемены тебя ожидают. Слабонервным не смотреть. Настраивайтесь на новый расклад Таро, мои любимые мальчишки. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, делиться этим видео. Это очень важно и для продвижения канала. Ну и, конечно же, мне очень приятно. Ну а самые стойкие и выносливые, кто досмотрит это видео до конца, получат приятный бонус, личный совет карт для вас. Итак, смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Что я могу сказать? Тяжело. Тяжело морально. Знаете, многим из вас сейчас вот действительно либо же физически, либо морально тяжело до такой степени, что хочется порой волком выть. Почему? Потому что есть потеря. Потеря в жизни. Какая? У кого-то проиграется это разрыв семьи, у кого-то проиграется уход с работы, может быть даже два в одном, да, причем довольно неприятный разрыв, больно, тяжело, обидно. Причем обидно то, что вы всегда, вот знаете, вы вкладываете душу во все, что делаете, хоть в семью, хоть в отношения, хоть в дружбу, вы во все вкладываете душу, ну, до такой степени вот вы искренний человек, да, вы открытый человек, вы вообще пахарь по жизни, да, работа вам не страшна, и многие из вас работают, ну, довольно тяжело, кто-то физически, кто-то даже умственно, да, потому что умственная работа, она не менее тяжелая, когда ее много, кто этим занимается, тот меня понимает. Вы человек, который довольно часто принимал такие решения, да, после которых было самому тяжело и больно. Это может быть связано с тем же разрывом, да, может быть, вы первый ставили точку, может быть, вы точно так же уходили от людей, от которых не хотелось уходить, да, то есть у каждого по-своему проиграется. Но потом сами и страдали. Но виновником были не вы. Просто приходилось вот принимать не раз в вашей жизни, еще раз повторюсь, довольно тяжелые решения. Снова мне показано, что есть среди вас и люди, связанные с формой, с армией. Давайте я вот именно под вас еще посмотрю. Каждый раз, ребят, я вот смотрю, да, когда у нас выпадают сигнификации, ну, очень схожие карты вот именно на военных, да, на людей в форме. И опять у нас такая дьявольская хитрость выпадает, то есть будьте осторожны. Есть какие-то закулисные игры, есть манипуляции, есть конфликты. Будьте осторожны, чтобы не было, ну, никакого подвоха, подставы. Причем это опять-таки каждый раз у нас выпадает, ну, скорее от начальства. Либо же рангом выше, которые там, я не знаю, может быть, люди, которые вами руководят, да, я не говорю, что прям самые-самые там генералы, да, ну, то есть здесь есть подвох, манипуляции финансами, манипуляции людьми, манипуляции отношениями. Вы, в общем-то, я смотрю, вы это сами прекрасно даже видите и понимаете. Да, здесь кулуарные такие игры, которые наживаются. Не буду больше говорить в эфире об этом, да, вы понимаете. То есть здесь денежка, денежка и денежка, и вокруг денежки это все построено, к сожалению. А простые люди страдают. Далее, мужская сила. Ну, каждый раз у нас, ребят, ну вот даже я могу за вас только порадоваться. Особенно тех, кто считает, что уже все, Бобик сдох. Ну, кто меня смотрит регулярно, вы сами видели, да? У нас очень часто выпадает вот тот самый пресловутый туз жезлов, который еще нам говорит и о вашей мужской силе, о вашем таком большом мужском потенциале. Поэтому, если те из вас, кто думает, что все, уже кранты, если рядом нет женщины, уже все там, все сдохло, лапки свесило и больше ничего не шевелится. Нет, мои хорошие. Бобик просто спит, потому что не нашлась хозяйка, которая разбудила бы всю его мощь, поверьте мне.
Я вам скажу, что вы человек, которого испугать, напугать, в общем-то, страшно, да? Вернее, не страшно, а сложно. Я уже просто из-за жары, знаете, я уже просто плавлюсь. Я уже скоро буду слова путать, честное слово. Так выматывает эта жара, что это просто капец капецкий. Поэтому простите, если я иногда оговорочку по Фрейду какую-то сделаю. Смотрите, вас очень сложно чем-то удивить, очень сложно напугать, потому что были ситуации, которые вас потрясали и как в хорошем смысле слова, и также и в плохом. Давайте сделаем, как всегда, маленький такой опрос. Вот напишите, да, всегда мне очень интересно читать ваши комментарии. И в этот раз напишите, вот какие ситуации были в вашей жизни, которые, ну, просто вас шокировали, потрясли, да, и неважно, в хорошем смысле слова, либо же в плохом. И, ребят, я, знаете, еще хотела вас попросить, вы же у меня любимые мальчишки, пожалуйста, по максимуму проявляйте активность. Это важно для канала, потому что алгоритмы меняются, все меняется, и ну, мне бы не хотелось закрывать канал, если будет мало активности, да, ну, либо же я буду переводить его на другой язык. Вы понимаете, да, что потом будет. Поэтому по максимуму каждое видео, кто меня смотрит, проявляйте, пишите, лайкайте, да, все что угодно, проявляйте активность, делитесь, да, чем больше, тем лучше, это очень важно. Ну и, конечно же, мне приятно будет. Что еще мне о вас поведают? Вы такой парень, знаете, вот правдолюб, правдоборец, вы очень умный человечек. Очень. Я бы сказала, даже, знаете, многие люди у вас учатся, вот вашему уму, вашей рассудительности. Здесь может быть даже ситуация, может быть на работе у вас стажируются какие-то там ученики, может быть у вас просят помощи другие ваши коллеги, да, то есть чтобы вы подсказывали, чтобы учиться у вас. Вы человечек, который... Ну, в общем-то, вы безотказный, да, вы с удовольствием учите, вы с удовольствием подсказываете, потому что, ну, вы, ну, реально, вы всесторонне развитый. Кто-то читает, может быть, кто-то смотрит что-то познавательное, да, но в то же время вам палец в рот не клади. Ну, я не знаю, это, с одной стороны, может быть, это плюс, с другой стороны, иногда это может быть минусом. Ну, к примеру, если вы против начальства попрете, да, вот со своим таким правдолюбием, такой вот целеустремленностью, если вы будете один против толпы, ну, не всегда это и хорошо. Я имею в виду, потому что иногда это чревато последствиями. И вы это прекрасно знаете, у вас это уже были такие ситуации. Поэтому, ну, как-то вам нужно иногда учиться сдерживаться. Потому что просто, как говорится, ну, язык ваш, враг ваш в некоторых, еще говорю, ситуациях. Финансовое положение, я не скажу, что у вас оно страдает. Даже те, у кого оно реально сейчас может подхрамывать, да, финансовое положение, потому что это общий расклад, вы очень быстро вырулите. Вырулите, потому что, еще раз повторюсь, вы пахарь, вы работы не боитесь. Плюс вам поможет какая-то женщина. Может быть, трудоустроиться, может быть, предложит какую-то вакансию, может быть, у нее знакомый есть, который ищет работника, да. Ну, то есть без работы, без денежки вы не будете однозначно. Ну и снова мне показывают, что у многих из вас произошли крутейшие перемены в жизни, да, которые на 180 градусов поменяли вашу жизнь. Причем, я вам скажу, мальчишки, вы посмотрите, какой капец у нас выпадает. Вот эти вот перемены негативные, да, это может быть даже вот разрыв семьи, не без магии произошел. У кого-то из вас точно проиграется, да, поскольку общий расклад, что здесь замешана магия. Очень часто, когда семейной паре, да, вот завидуют окружающие, даже родственники бывают завистливые. Вот как это у них любовь, морковь, у них все хорошо, а у нас все плохо, да? Нужно какую-то гадость сделать. Вот такие люди,
они, как правило, и делают магические ритуалы, либо сами, либо ходят к колдунам каким-то, да, делают всякие гадости. И среди вас есть те, кто все-таки попал под эту раздачу. Поэтому, ребят, если кто подозревает, да, ну эту магию нужно реально чистить, снимать, потому что, ну, толку не будет в личной жизни. Итак, погнали, мои хорошие. Давайте-ка смотреть, какие же крутые перемены у вас будут. Слабонервные не смотрят, не забываем, да, потому что, мало ли, вдруг здесь что-то такое будет, что вас реально шокирует. А может быть и нет. Давайте-ка разбираться. Итак, я буду описывать разные ситуации, а вы, конечно же, переворачивайте под себя, кому что подходит, да, потому что общий расклад. Ну вот снова мне показывает, что однозначно будет перемена работы. Понятно, что не у всех, да, но те, кто хотят, либо же у кого увольнение, сокращение, либо вы сами захотели, да, работа будет. Причем работа будет, она не будет вам миллионы, конечно, приносить, средний достаток точно будет. Но вот как-то вам будет не так напряжно, вам будет это больше по душе, вас будет, может быть, даже график устраивать, да? Причем у вас на этой работе будет, ну, то ли начальник, то ли кто-то из коллег, вот, ну, знаете, такой вот наставник, он будет старше по возрасту, и вы как будто будете вот прислушиваться, может быть, учиться. Ну, такой вот классный тандем у вас будет. Вот как будто, может быть, вы в паре будете, да, работать. Ну, то есть, ну, вы чуть ли не в рот будете заглядывать, настолько вот он интересно будет вас учить, там, либо рассказывать что-то, да. Ну, то есть, вот эта работа, на которую вы перейдете, она будет однозначно более такая комфортная, позитивная во всех смыслах слова. Далее, у кого-то из вас грядет смена места жительства. Ребят, это может быть просто переезд на другую квартиру, там, либо же дом. Кто-то, может быть, на дачу поедет, да, пожить какой-то период. Кто-то, может быть, на заработки поедет, да, опять же, у кого что проиграется, но смена места жительства. Причем те из вас, кто поедет, ну реально круто поменяет свою жизнь, да, может быть, другой город, другую страну, реально вы планируете переехать, вас там ждет новое знакомство, у вас будут новые отношения, новая женщина, которая может привести даже к семье. Далее, снова мне показаны ребята, которые связаны с формой, да, что вас ждет. Будет тяжело, будет горячо, будут перемещения, передвижения постоянные. Знаете, как же это так сформулировать, да, чтобы и в эфире так особо лишнего ничего не сказать. Ну, смотрите, нужно быть осторожным, потому что, чтобы не было такой опасной ситуации, когда это, ну, я не знаю, окружение, либо как это сказать. Ну, даже не то, чтобы окружение, это может еще проиграться, ну, как будто вот вы отстали, может быть, от своих. Ну, я не знаю, как это, да, вот на вашем языке объяснить. Перерезан путь, перерезана логистика, вот, ну, что-то такое, да, что можете отстать. Либо же сами, либо небольшая такая ваша группка. Ну, то есть вот здесь могут быть опасные моменты. То, что передвижение и довольно горячо будут какие-то вот стычки, это однозначно. Отдыхать будете мало, довольно, ну, такие жаркие, напряжные времена ждут. Вот здесь, конечно, нужно себя беречь, быть осторожными. Далее, что еще? Что еще? Удача, ребят, удача. Посмотрите, снова у нас падает вот все, что связано с финансами, с работой. Удача. Вот за что бы вы ни брались. Неважно, перейдете вы на работу, кто-то, может быть, захочет создавать свое там предприятие, бизнес, все что угодно. Очень удачный период. Причем те, кто хотят, может быть, вот именно свое дело создать, будет у вас пара-тройка таких, ну, товарищей, компаньонов, да, то есть люди, ну, реально могут быть друзьями вашими, и вы вместе будете создавать такое свое детище.
Очень классная, очень успешная и очень прибыльная. Далее, те из вас, кто находится в токсичных отношениях, вы все больше будете убеждаться, даже ощущение такое появится, что хватит такое терпеть, такое отношение, да, нужно что-то с этим делать, хотя очень не хочется расставаться, да, но вот именно моральное такое ощущение невыносимое. Поэтому кто-то из вас решит поставить точку в отношениях. Причем еще я вам скажу, что те из вас, кто поставят точку в отношениях, вы сделаете первый шаг, либо же уйдете, кто-то на развод подаст, вы почувствуете себя даже как-то легче. Вот моральней вам будет легче. С одной стороны, да, тяжело, больно, но с другой стороны, вам будет легче, как будто от каких-то оков вы освободились. Вот именно моральное состояние ваше оставляет желать лучшего. У кого-то из вас грядет повышение по вашей такой карьерной лестнице, либо же по службе, да. Может быть, кто-то из вас может даже стать, ну, таким небольшим начальником. Далее, кто-то из вас пойдет либо учиться, либо стажироваться, кто-то может даже поменять еще работу. Кстати, это мы вернулись к работе, да, вот как-то все, сегодня много по работе у нас показано. Очень классные вот именно наставники, компаньоны у вас падают по работе. Далее, то, за что вы боролись, да, опять же, это у каждого будет своя такая борьба. Вы будете победителем. И неважно, может быть, это в суде, да, вы там отсудить что-то хотели, там алименты, имущество, ну, все что угодно, да, либо еще за что-то. Может быть, кому-то не давали с ребенком общаться, там, может быть, еще, да, у каждого своя ситуация, вы ее выиграете. Вот как бы тяжело сейчас не было, вы выиграете эту такую вот битву. То, что кто-то из вас узнает, ну, это, в принципе, вот связка, да, я смотрю, это возвращается к тому, что я уже говорила. Те, кто в отношениях, либо в семье, в токсичных таких отношениях, я имею в виду, да, здесь может проиграться, что вы узнаете о каком-то вранье, о предательстве женщины, да. Поэтому это и станет такой отправной точкой, когда вы решите, ну реально все, ставлю крест на этих отношениях. Потому что всплывет вранье. Да, будет одиноко. Какой-то период будет безумно одиноко и плохо, потому что женщину вы искренне любите, да. Но я вам скажу, эта женщина любит деньги. И у вас получается вот, ну, такой тандем, да, вы любите ее, а она любит деньги. Поэтому, ребят, подумайте, стоит ли вообще цепляться за такую женщину, за такие отношения, да. Понятно, не выключитесь, не роботы, пострадать по-любому придется, это нормально. Но это все очень быстро пройдет, потому что вы как будто снимете розовые очки. Через какое-то время вы поймете, что, боже, с каким человеком я жил, да, кого я любил. Это же, ну, простите, монстр, а не женщина, да. Поэтому у кого такое проиграется, я могу вас поздравить с одной стороны, что вы, ну, реально вот освободитесь. Это дембель просто, это освобождение от монстра. Нравится кому-то это или нет. Кто-то из вас заподозрит, может быть, на себе какую-то магию, да. Здесь у кого-то избавление даже от этой магии идет, то есть чистка, да, то есть это новый чистый уже жизненный путь у вас откроется, когда вы это все почистите. Но, ребят, еще вам скажу, да, вот и кто ко мне обращался, знают, что просто очиститься это мало. Обязательно ставится защита. Потому что без защиты, ну, нет смысла в чистке. Можно снова, опять-таки, что-то подцепить, какую-то магическую гадость. Далее, что еще? Ну, напоследочек, вишенка на торте. В вашей жизни появится новая главная женщина, которая затмит всех тех, которые были раньше. Это женщина, которая покорит вас просто на раз-два. Эта женщина украдет ваше сердечко. Эта женщина, ну, вот просто пронзит стрелой Амура вас с первого взгляда.
Очень красивая, очень уверенная в себе, она очень статная, она очень такая классная во всех смыслах этого слова. Я не буду слишком сильно ее описывать, сегодня немножко другой, такой более общий расклад, да, о разных событиях. Но то, что вы станете по-настоящему счастливы с этим человечком, это факт. И когда вы будете вспоминать свою бывшую женщину, ну, либо же у кого было несколько жен, то бывших жен, вы будете диву даваться, да, вот как вы могли жить раньше и терпеть то, что вы терпели. Потому что с этой женщиной вы почувствуете себя, во-первых, и мужчиной с большой буквы, да, потому что раньше и унижали, и оскорбляли, что только с вами не делали. Здесь вы почувствуете себя головой, да, вот именно глава отношений, глава семейства, вы себя, ну, королем будете чувствовать. Я уже не говорю, как у вас откроется второе дыхание и захочется реально сворачивать горы ради этой новой императрицы. Поэтому, ребят, я за вас, знаете, с одной стороны рада, с другой стороны, ну, те, кто разойдутся, ну, в принципе, я тоже за вас рада, потому что, ну, жить в таких отношениях, ну, это себя не любить, и это иметь заниженную самооценку и психологию жертвы. Поэтому, кто живет в токсичных отношениях, ребят, подумайте, вы готовы до конца своих дней быть жертвой? Я думаю, нет. Ну и вишенка на торте, бонус, да, бонус, который я обещала. Совет карт для вас, для тех, кто досмотрел видео до конца. Что же вам советует Таро? Новый жизненный этап и любимая женщина. Что я могу еще сказать, ребят? Это то, что я только что вам говорила. Даже на дне колоды, вы посмотрите. Новая любовь уже не за горами, счастье не за горами. И все те, ну, такие, знаете, в кавычках, доброжелатели, да, которые были в вашей жизни, они захлебнутся своим ядом, когда узнают, как вы счастливы. Чего я вам всем желаю. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!